Химека в Ханкай Star Rail — талантливая ученая, инженер и навигатор космического корабля, чей жизненный путь изменился после обнаружения Звездного экспресса, потерпевшего крушение в ее юности. Годы спустя она починила поезд и отправилась в невероятное путешествие вместе с командой единомышленников, готовых исследовать космос и переживать опасности. Преимущества Химека включают высокий урон по области, способность поддерживать союзников, возможность совершать моментальную атаку при пробитии уязвимости противников и восстановление энергии при использовании ультимейта. Она хорошо сочетается с огненными персонажами, такими как Аста и Хук, для уничтожения врагов с уязвимостью к огню. Недостатки Химека включают потребность в пробивании уязвимости врагов для активации таланта Победный рывок, слабость в виртуальной вселенной или забытом зале из-за малоэффективного АОЕ урона. В зависимости от высокого здоровья для получения бонуса к шансу критического удара. Тут имеется в виду, что ей нужно постоянно иметь полное количество хп. То есть ей в команде нужен хиллер, по сути, постоянный, который будет ее лечить, чтобы поддерживать полное количество хп. Ей также требуется хорошо прокачанный щитовик или целитель в команде. Ну вот, это, собственно, то, что я только что и говорил. Она сильна, но не выделяется среди персонажей своего класса или стихии, что снижает ее универсальность и востребовательность. Рекомендуемые характеристики для Химека в реликвиях включают: тело, критический урон, ноги, скорость, фонарная сфера, огненный урон, соединительная веревка, сила атаки или эффект пробития. Тут все зависит от того, как вы ее хотите собрать. Если саб-ДД под доты, то эффект пробития. Если чтобы она наносила урон доп атакой или ультой, то сила атаки. Дополнительные характеристики, которые также важны включить: крит урон, шанс крит удара, сила атаки, скорость, эффект пробития, восстановление энергии. Важно сосредоточиться на огненном уроне и силе атаки при создании сборки для Химека, так как это ключевые характеристики для ее эффективности. Шанс критического удара может быть увеличен с помощью следа ориентир, но следует помнить, что его эффективность зависит от текущего здоровья персонажа, что может быть трудно контролировать. По статам рекомендуется соблюдать базовое соотношение 1 к 2 к критического урона и шанса критического удара, чтобы всегда иметь достаточный шанс нанести критический урон. Скорость восстановления важна, если Химека выступает в роли основного дамагера. В других случаях она остается бонусной характеристикой, не влияющей ни на что, ну, не приоритетная по сути. Световые конусы Химека. Ночь на Млечном Пути. Увеличивает силу атаки Химека в зависимости от количества врагов, что хорошо сочетается с ее способностью наносить урон по области. Также повышает весь наносимый урон, если у врагов есть щиты. Рекомендуется уделить внимание критическому урону и скорости в реликвиях. До рассвета. Обеспечивает большой прирост к критическому урону и увеличивает урон основной ДПС навыка Химека. Рекомендуется сосредоточиться на силе атаки и шансе критического удара. Отдых гениев. Повышает силу атаки и дает бонус к критическому урону за каждого добитого противника. Этот эпический конус считается сильным, особенно с пробуждениями. Важность завтрака. Более доступная версия сигнатурки увеличивает наносимый урон и силу атаки за каждого убитого врага. Простой в прокачке, так как это 4-звездочный конус. Сегодня тоже мирный день. Повышает урон в зависимости от максимального запаса энергии, где важная характеристика восстановления энергии для частого использования сверхспособностей и бонуса к ДПС. Пусть мир не стихает. Оружие, которое увеличивает урон от ультимейта, делая стартовый бонус к энергии и увеличение ДПС от способности более значимым. Не усиливает силу атаки или критический урон, что может усложнить подбор реликвий. Реликвии должны повышать силу атаки, критический урон, шанс крит урона и огненный урон, что является первоочередным приоритетом при выборе реликвий. В некоторых случаях, если есть хорошие дополнительные статы, можно рассмотреть набор, повышающий скорость или особый эффект пробития. Кузнец огня и лавы. Это лучший набор для Химека, так как увеличивает огненный урон и общий наносимый урон от способностей. В сочетании с правильными дополнительными и основными характеристиками, этот набор значительно усиливает персонажа.
Стрелок дикой пшеницы. Этот набор отлично подходит для начального и среднего этапа игры. Впоследствии его можно комбинировать с кузнецом огня и лавы, либо использовать на других персонажах. Вор падающего метеора. Если встречаются враги с уязвимостью к огню, данный сет может быть хорошим выбором, особенно если Химека играет роль второстепенного дамагера. Он позволяет наносить дополнительный периодический огненный урон после пробития уязвимости. Планарные украшения. Замерзшая Салсота. Лучший выбор, который пассивно увеличивает шанс критического удара. Даже при наличии встроенной возможности увеличить критический шанс, этот сет помогает обеспечить надежный критический урон и бонус к ультимейту и доп. Атаки. Небесный дифференциатор. Этот набор также считается одним из сильнейших из-за высокой прибавки к критическому урону. Он хорошо сочетается с умением Химека, которое повышает критический шанс, облегчая балансирование характеристик даже без сабстатов. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео. Если есть возможность, поделитесь им. Если не подписаны, подписывайтесь. И еще раз большое спасибо за просмотр. Увидимся в других видео на моем канале.